Привет, мои дорогие друзья! Для начала хотел бы вас всех поблагодарить за ваши поздравления с тем, что произошло. Если кто не знает, не слышал, позже запишу подробнее. Это будет интересно, мне кажется. Киев не смог предоставить доказательств вины Анатолия Шария ни в одном преступлении. И поэтому в Испании дело закрыто. И посмотрим, что дальше, конечно, будет делать Киев. И там понаблюдаем за его шагами. Но я по-честному много раз призывал Генеральную прокуратуру Украины наконец-то отправить доказательства моей вины. Их очень сильно ждали. Я точно знаю. Но что-то не сподобились как-то. Думали, что... тут такая вот история. Позже расскажу подробнее. Спасибо вам всем, друзья. Мне это всегда очень нравится. Ну, а теперь давайте по зерновой сделке. Мы ее обсуждаем горячо там в частном канале, в Телеграме, в частном моем. И вообще, главный вопрос, что будет делать Россия дальше? Что дальше произойдет? То есть, после атаки на объекты в Крыму стало понятно, что это только приблизило закономерно, то, что должно было произойти. Потому что Российская Федерация давно хотела уже сдыхаться этой сделки. Ибо она для Российской Федерации не нужна. Факт. Она нужна была Киеву и ряду стран, которые успешно Киеву поставляют вооружение, которое убивает российских солдат. В частности, Путин, вы помните, заявлял о том, что суда идут как раз таки в очень развитые страны. Но если бы об этом говорил только Путин, да, об этом говорили и другие организации. Небензя заявлял о том, что вторая часть сделки так и не выполнена. А я напомню, да, вторая часть сделки подразумевает то, что Россия также может торговать своим зерном. И для России, с учетом того, что возможности Украины серьезно просели, это была бы вообще тема. То есть Россия медийно, как минимум, выглядела бы реально кормилицей реально бедных стран, а не там Нидерландов, да? Но не получается, потому что так и не разблокировали ничего. Именно поэтому Кремль неоднократно заявлял о том, что эта сделка абсолютно несправедливая, это лживая сделка. Потому что зерно везут тем, кто и жрет от пуза на самом деле. И зерно везут не для того, чтобы кто-то ее ел, а коровки кушают. Коровки, там овечки, кто там их еще, козлята какие-то, ну такие откормленные, потому что везут это в богатые страны. Об этом заявлял Путин, но не только. Об этом заявлял еще и Раджеп Таyyip Эрдоган. А Раджеп Таyyip Эрдоган, он друг всех. Вы же понимаете, и Путина, но и украинской власти. Байрактары, там помните, вся эта история. Об этом заявляли американские СМИ. Короче, эти обвинения однозначно не на пустом месте, как бы там ни пытался отбрехаться Зеленский. Россия не хотела дальше участвовать в этой зерновой сделке. Это было понятно, да? После того, что произошло с Крымским мостом, после того, как была выяснена логистика, и никто не возразил против этого. Всем просто, я же рассказываю, всем было типа плевать на самом деле. Было понятно, к чему идет. И вот уже Российская Федерация несколько недель тормозила проверку судов. Было понятно, что сейчас будет конец. И ударили они в самое неудачное время. Об этом свидетельствует реакция. Реакция начинает подаляка, бомбанула всех. Заканчивая Байденом, НАТО и всеми остальными. Очень неудобное время. Зеленский по обыкновению решил включить дурака. Что мир услышал? Что будто кто-то с зерновоза запускает дроны. Сначала они говорили о боевых птицах, потом о боевых комарах, теперь о боевом зерне. Пшеница-убийца, от которой тонут российские адмиралы. Но что тут можно сказать? Реально больные люди. Но эти больные люди снова ставят мир на грань жесткого продовольственного кризиса. Я напомню, возможно, что сам Зеленский позировал на фоне дрона, а это уже технический вопрос. Это уже технические вопросы к тем, кто компилирует его видосики. Потому что он позировал на фоне дрона в длиной 3 метра. Как будто бы он сам длиной 3 метра. А он длиной, несмотря на то, что написано в открытых источниках, я его сравнивал просто с Макроном. Макрон 1,73 м, Зеленский, как пишут, 1,70 м. Ну, может быть, наверное, на каблуках жонкиных, да, но на самом деле не очень. Тот самый Зеленский, который знает, что есть реально маленькие дроны, которые позволяют очень компактно могут быть размещены где угодно. Якобы для разминирования Великобритания передавала Киеву открыто вполне дроны. А где разминирование? Ну, там и заминирование. Прямо вот-вот Германия передала надводные дроны. Традиционно они использовались для дистанционного минирования. Но сейчас также могут применяться для разведки, мониторинга и перевозок. Чисто перевозки этих
опасных грузов, можно сказать. Короче, заблокированы суда. Из-за резкого отказа от сделки оказалось заблокировано движение с 200 судов. 218, сообщает Мининфраструктура, из них 101 судно ждут инспекции, 22 загружены ждут выхода, 95 вышли. При этом фиксировали приближение российских беспилотников и самолетов на запрещенную дистанцию. Но что же дальше? Поначалу даже думали, что эти суда станут на якорь. Об этом, кстати, заявила, Турция подтвердила, что выход судов из портов Украины осуществляться не будет. Ведутся переговоры. И вот они общались с партнерами. И с партнерами, по всей видимости, о чем-то договорились. И 31 числа Россию уведомили о том, что все будет продолжаться. Как будто бы, вот по мое мнение, как будто бы ожидая, а что сделает Россия? И сейчас все ждут, напряженно ждут. Не только враги, я думаю, но и друзья. И они ожидают, что сделает Российская Федерация. Пока что еще можно говорить, что Россия выпускает те суда, проход которых был согласован с Российской Федерацией. Но потом возникнет дилемма. И это потом наступит. Вот уже сейчас. Я сейчас записываю видео, а дилемма-то, может, уже наступила. И как заявил Эрдоган, несмотря на то, что Россия колеблется относительно зернового соглашения, поскольку Москве не предоставлены такие возможности, Турция будет продолжать свои усилия, чтобы служить человечеству. То есть он намерен сохранить этот коридор. И что сделает Российская Федерация? Она будет арестовывать эти суда, топить их. Но суда, идущие под разными флагами. И смотрите, это на самом деле такая красная линия, которую, конечно же, в Кремле переходить не хотят. И каждый, кто кричит, да мы потопим, да вы увидите сейчас. Люди есть разные, знаете. Некоторым просто хлебом не корми, дай просто поболтать на ток-шоу. Потопить гражданское судно – это вам не хухры-мухры. Дорожающие на более чем 5% фьючерсы на пшеницу были бы Украине очень на руку. Но если морской порт будет отрезан, возникнут большие проблемы. Польша заявила о готовности повлиять на ЕС, чтобы оказать помощь. Франция, он говорит, что можно сухопутным путем ездить. Но смотрите, фишка в том, что этого, конечно же, недостаточно. Глядя на объемы, сколько у нас пшеницы, на самом деле это нереально. Никогда в жизни сухопутным путем ты не доставишь столько, сколько ты по морю. Литва, тем просто нравится делать определенные заявления. Они уже сказали, мы там все, там будем идти охранять суда. Это страна НАТО, да, как это ни странно. И поэтому никто не захочет, конечно же, такой истории. Как там НАТО уже вмешивается в конфликт, да, перестрелки, все такое. Для литовского солдата, думаю, стрельнуть, в российский вертолет одно удовольствие. Короче, на это тоже никто не пойдет, понятно. Пресс-секретарь Путина рассказывает, что, он туманно вообще рассказывает, не готов пока ответить на вопрос, когда вернется к зерновой сделке. Он непростой. Но без российского участия, по его мнению, сделка вряд ли реализуема. В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка вряд ли реализуема и приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и не гарантированный. При этом в Кремле выражают свою готовность, по словам Пескова, предоставить беднейшим странам зерно, российское зерно. Но, правда, сразу же с оговоркой. Как это сделать? Вопрос сложный. Позже Шойгу созванивается с турецким министром обороны. Согласно официальному комментарию турецкого ведомства, Анкара ожидает от РФ пересмотра решения о приостановке участия в инициативе, прежде всего из гуманитарных соображений. Анкара ожидает от Москвы того-то. Это уже похоже, на мягкий, конечно, такой еще, не жесткий, немножко такой ультимативное требование. Анкара ожидает. Небензя делает заявление. Атака на Черноморский флот со стороны Украины поставила крест на зерновой сделке. Без участия России договоренности о проходе судов через Черное море выполняться не должны. Россия будет вынуждена принять самостоятельные меры для их досмотра. Так, а если будет продолжено движение все-таки? Вот мы возвращаемся к тому, с чего начали. Будет продолжено движение, и Россия не будет досматривать эти суда. Что будет тогда?
пока что вырисовывается такая ситуация достаточно сложная для Российской Федерации с двумя выходами. И оба пока что не очень. Первый выход — это, конечно же, дать назад и сказать: ну ладно, хорошо, мы будем досматривать. Тогда это будет выглядеть очень странно. Давайте даже 3 выхода. Второй выход — это то, что болтают некоторые горячие головы, там, топить кого-то, там, нападать, там, мы там это самое покажем. Ну, это, конечно же, плохой выход, потому что надо объяснять, что будет происходить, когда Россия вдруг потопит гражданское судно, идущее с зерном. Уж поверьте, из этого сделают нечто просто потрясающее, да? Третий выход — не делать вообще ничего. Он тоже нехороший. Почему? Потому что здесь получается, что российская власть обыграла саму себя. Почему? Потому что российский вывоз зерна российского так и не разблокирован, да? А здесь Россия самоустраняется от вывоза, от проверки вывоза украинского зерна, украинских судов. Это, наверное, будет воспринято, опять-таки, мировым сообществом, и, опять-таки, повторюсь, не только врагами, но и друзьями, как слабость. Вот такая вот сложная ситуация. При этом я думаю, что те головы или голова, которая принимала такое решение, и было видно, что это не решение, не спонтанное решение, это не решение одного дня. К этому шла Российская Федерация, это было понятно. Что она продумала какой-то вот из этих выходов, или, может быть, есть еще какой-то выход, о котором я, допустим, вам не сказал. Подождем. Все меняется очень быстро. Пока, друзья.